Привет, друзья! С вами Макс, и сегодня мы с вами будем учить русский и гулять по прекрасному городу Новороссийску. Но Новороссийск достаточно большой и интересный город. Это, как вы видите, город у моря. Поэтому сегодня мы поговорим о Новороссийской набережной. Только о набережной. Потому что я считаю, что это самая красивая набережная в России. Поехали! Вся набережная Новороссийска состоит как бы из двух частей. Первая – это прогулочная часть, да, сама набережная, такая пешеходная широкая дорога, где есть и велодорожка. И вторая часть – это пляж. Но вообще местные мне не рекомендовали купаться на городских пляжах, потому что все-таки Новороссийск – это не туристический город. Вернее, это не курортный город. Это промышленный город, и здесь находится множество различных предприятий. Несмотря на рекомендации не купаться здесь, я купался на этом пляже вот под этой церковью дважды. И дважды я здесь порезал ногу каким-то стеклом. Я бы очень хотел показать вам всю эту набережную, но, к сожалению, это невозможно. Потому что она начинается вот там, далеко, и продолжается она вот до того памятника, к которому мы потом подойдем. Это примерно 6 километров, поэтому пройти это расстояние довольно трудно и снимать. Поэтому я вам покажу только такие самые важные, интересные части этой набережной. Для меня было большим шоком, когда я увидел эти прокатные велосипеды, друзья. Потому что это велосипеды Ofo. Если вы смотрели мои первые влоги из Уханя, то вы видели, что там я часто брал эти велосипеды в прокат. Но потом Ofo разорилась или что-то еще произошло с этой компанией, и она перестала существовать в Китае. Может быть, эти велосипеды потом Китай начал продавать России, и здесь они стали популярными в Новороссийске, я не знаю. Но сам факт очень забавный. На этих великах я постоянно катался в Китае. И здесь, на набережной, находится один из двух таких рок-баров в этом городе, где играют живую музыку. Это место называется «Конь и дельфин». Я не знаю, это такое странное название. Я там еще никогда не был, но если посмотреть на афишу, то здесь очень-очень много разных рок-групп. Да? Вон, смотрите, например, это группа «Кино». Конечно, это каверы, да, трибьют «Кино». Потом вот «Рамштайн», посмотрите, трибьют «Рамштайн» в исполнении группы Ram Project, город Сочи. Вот, группа «Звери», группа Би-2 и так далее. То есть это такое место, где можно послушать разные каверы на популярные рок-хиты. Но на самом деле не только рок. Новороссийск – это город, который очень быстро развивается. Здесь строятся дома или вот такие огромные торговые центры. Например, этот будет называться Aqua Mall. Вот. И вообще здесь вырастают целые районы. Огромное количество домов просто строятся целыми кварталами. И во многом это все благодаря пандемии, потому что многие люди перешли в прошлом и в позапрошлом году на удаленку, на удаленную работу или на дистант, как еще говорят, на дистанционную работу, вот, на дистант, на удаленку. И люди задумались, а зачем им жить в Москве или в Питере, если можно жить в солнечных южных городах. И поэтому цены на жилье здесь взлетели
ну, где-то минимум в 2 раза. Это, конечно, удивительно. Просто огромный скачок. Здесь написано «Все флаги мира в гости к нам». То есть приглашаем все страны, все нации, все флаги. Французская пекарня, кофе, сэндвичи, мороженое. Ух! Да, вот эта часть, которую недавно построили. Здесь разные магазины, пекарни, торговые центры, рестораны. Есть очень прикольный ресторан, где ты сидишь на самом верху, пьешь кофе и смотришь на море и на горы. Очень красиво. Правда, я там еще не был, но мне рекомендовали это место. Самое главное, что в Новороссийске очень немного всяких таких вот мест, которые я не люблю, где продаются вот эти все магнитики, надувные шары, дешевые сувениры и так далее. Этих мест, к счастью, здесь не так много. И у тебя не создается впечатление, что ты идешь не по красивой набережной, а по какому-то базару. И мне это очень-очень нравится. В этом городе тоже есть такая строгость, которую я ощущал приятная строгость, которую я ощущал в Севастополе. Потому что оба этих города являются базами военно-морского флота Российской Федерации. То есть здесь располагается военная база. Ну и помимо всего, у этого города, как и у Севастополя, большая военная история. На этот город несколько раз нападали и турки, и англичане, и этот город выстоял. Поэтому это тоже город воинской славы. Вообще этот город мне очень напоминает Севастополь. Здесь тоже есть горы, море. Правда, в Новороссийске горы были не видны. А в этом городе ты видишь и море, и горы. Климат, солнце. Но в Новороссийске есть одна особенность. Это очень-очень сильный ветер. И это не просто ветер. Его здесь называют бора или норд-ост. Это дьявольский, ледяной ветер, который сдувает людей и автомобили. Еще есть несколько моментов. Новороссийск, так же как и Севастополь, является базой, военно-морской базой Черноморского флота. То есть здесь тоже есть военные корабли. Плюс Новороссийск — это грузовой порт. Грузовой порт, куда приезжают разные корабли, куда приходят разные товары и так далее. Как говорят местные, этот город очень быстро развивается, и очень быстро развивается набережная. И поэтому сейчас на набережной есть большое количество классных кофеен и других мест, чтобы посидеть. А вот эти трое ребят основали Новороссийск в 1838 году. Мы пришли на площадь. Здесь в центре вот такая стелла с фонтанами. Дальше идет морской вокзал. И здесь одна из главных достопримечательностей Новороссийска — огромный крейсер. Крейсер Михаил Кутузов. Посмотрите, какой гигантский корабль. И туда можно зайти, но только нужно купить билет. И можно посмотреть, что там внутри. Может быть, мы с вами это сделаем когда-нибудь. Мне очень нравится, что в Новороссийске чувствуется размах. Севастополь был достаточно небольшим, компактным городом, но и там было не так много мест, где погулять. Набережная в Севастополе была очень маленькая, а здесь набережная просто огромная. Видите, вот эти горы, они спилены как будто.
Это потому, что Новороссийск промышленный город, и вот в той части города, она называется восточная часть, в той части добывают полезные ископаемые, чтобы производить цемент. Вообще, вот та часть города считается промышленной частью. Там меньше туристов, там не так красиво, как в этой части города. Ну и воздух там тоже довольно своеобразный, довольно грязный. С одной стороны, как мне кажется, это портит вид города. С другой стороны, это дает людям работу, и здесь есть какое-то производство. А Юля вообще говорит, что ей нравится, как выглядят эти горы. Новороссийск выглядит потрясающе в солнечную, ясную погоду. Сейчас где-то плюс 19 градусов, и это конец сентября. Но когда мы приехали сюда с Юлей в первый раз, здесь было пасмурно, шел небольшой дождь. Но нам этот город все равно понравился. И мы поняли, что это некий показатель. Если даже в хмурую, пасмурную погоду город кажется привлекательным, значит, в городе действительно что-то есть. Значит, город действительно интересный. Набережная тут и правда широкая. Это очень круто. Там пляж, потом вот эта вот дорожка прямо у самого берега. И еще есть вот здесь дорожка. Можно идти под тенью деревьев. Эти деревья называются платаны. Они очень такие интересные, потому что они теряют кору. Поэтому здесь ты можешь ходить где угодно, набережная широкая, много места для пеших прогулок. А это очень важно, мне кажется, в городе, чтобы было место, где можно погулять. Чтобы был не только город для автомобилей, как, например, Краснодар, но также, чтобы было место, где ты можешь ногами спокойно походить. В той стороне начинается центральная старая часть города, но мы туда сходим в следующий раз. А сейчас, друзья, мы переместимся вот к тому памятнику, и я вам расскажу чуть-чуть о нем. Сейчас я стою на Малой Земле. На этом месте установлен мемориал в виде носа корабля. Местные называют его утюг. И в этом месте происходила защита города, а вернее освобождение города. 225 дней солдаты защищали этот город от фашистско-немецких оккупантов. И они смогли это сделать. Новороссийск был освобожден. И в честь этого события здесь установлен такой мемориал. Здесь, на Малой Земле, и кончается набережная. Хотя там продолжается еще ее дикая часть. Но туда мы не пойдем, друзья. И наше видео тоже заканчивается. В следующий раз мы с вами походим и по новым районам города, и по старым районам города. Посмотрим, как вообще этот город выглядит не у моря. До встречи в следующем ролике. Пока-пока.